Мне нечего сказать, это просто B-roll, назовем его так. Я все еще в Нижекамске, и тут какой-то кризис лука обычного репчатого для готовки. Типа за сегодня я уже обошел раз, два, три, четыре. Вот сейчас вот был 4-й магазин. И такой голяк абсолютный. Только, ну, самым первым был такой хреновый лук. Я его решил не брать. Пока закупался всеми продуктами и так далее. Вот, посмотрю. Может быть, 5-ю точку вижу. Я вырвался после всех домашних дел пройтись погулять. Но параллельно еще, ну, как полезная вещь, все же по делу все-таки. Лук нужен без базара. К слову, вот это вот Ёж — одно из немногих мест в Нижекамске, где относительно нормальный кофе. К слову, это локация... Сейчас. Да, так лучше. К слову, локация — это городской парк. И, точнее, парк Семья вроде так называется. Или, ну, городской, короче, в центре находящийся. Какой прикол. Сколько надо шаги нашагивать. Я, получается, вот этот прямоугольный парк, я вот в нижней части от него оставил здесь машину и пошел через весь парк по всей диагонали прогулочной части. Я не знаю, сколько там километров, может, километр 3, для того, чтобы пройти его насквозь. Ну, точнее, вернуться, как будто бы я прошел по прямой. Я такой сделал очень длинный круг. Но шаги сами себя не нашагают, поэтому вот так. А в целом парк красивый, приятный. Там, конечно, иногда случается прикол того, что вечером почему-то в одной половине не горит свет абсолютно. Пару раз уже так в абсолютной темноте ночью гуляли с братом. Вот. Но когда свет горит, все очень даже красиво. Фонтаны, как видели. Там есть несколько статуй бронзовых. Ой, тьфу, не бронзовых, но просто каких-то статуй. Вряд ли они из бронзы вылиты. Где собачка с котиком и изображение семьи. Но суть в том, что там сейчас темно, я поэтому их не подснял, их проблематично. Еще там есть колесо обозрения, кстати. Когда с Теем виделся, могли увидеть нас на этом колесе обозрения. Давненько это было. В прошлом году в августе, а сейчас июнь. Уже почти год прошел с нашей последней встречи. Тей, привет. Я не помню, Тей, это ты или твоя жена? Ну, короче, ребята с канала Tay Tales, вам привет. Да чего скучно в Нижекамске. Капец. Блять. Надо придумать, как сделать параллельно, чтобы музыка играла и снимать видео. Как я подпеваю девчачьим песенкам. Ребят, тут реально луковый кризис. Ну, я имею в виду обычного такого репчатого. Я нашел 3 штучки, у которых надо будет еще дофига, конечно, срезать. Ну, чтобы вы понимали, типа вот это вот все. Тут даже картошка шпионами залезла. Нету. Ну, есть вариант, конечно, красного. И он, на удивление, в большом количестве. Типа, возьму парочку штук, но запрос был именно на классический белый. А еще, короче, меня впечатляет магия весов в перекрестке, технология. Сами определяют товар. Вот, кладем красный лук репчатый, и он предлагает. Я так понимаю, ты ялтинский или какой? Нет, лук репчатый красный. Вот тебе компьютерное зрение. Сейчас, я же не... А, не 207. Я все-таки осознал правильно. Так, зря быканул. Ну, короче, мое предположение, это, короче, он должен от плотности площади того, как на него весы давят, понимать размер. Как видите, он предполагает, ну, широким спектром, там, 3-5 позиций. То есть, если условно бы положил
что-то мелкое, это вот он происходило такой, может быть, черри, а может быть это. Вот то, что по форме как лук, это может быть и сливы и так далее. Если что-то продолговатое, то это огурцы. Если большое, капуста или тыква. Ну, то есть, в целом, не прямо, а вот как вот это докалибровывать, это, конечно, вопрос. Если только собирать сильную статистику, но, блин, овощи же все равно достаточно разные по размеру. Что за херня с ценой? Мы с Маргаритой давно не понимаем прикола, почему Феррера такой, дорогой. Да, я хотел сказать, блять, дорогой. 1800 там за условные 300 грамм конфет, это капец. А вообще, да, я опять беру Fortnite, только он светлый, что у него разница? Кусочками. Ладно, вообще это все перебивка для того, чтобы показать то, что на прошлой неделе, на празднике, когда был День России, катался в Казань, и вот, собственно, видео оттуда, как мы его провели. И все же я в шоке. Ладно, кризис топлива. 30 литров за раз можно наливать. Но кризис лука неожиданно.